Друзья, привет! Возвращаемся на Британские острова и поговорим о компании Marcos. В этом выпуске затронем лишь только раннюю эпоху ее развития, когда на свет появлялись крайне специфические внешне, но несущие в себе дух настоящих спортивных болидов автомобили. Все началось с того, что в конце 50-х два талантливых человека, один из которых был успешным гонщиком, а второй конструктором, решили объединить свои силы, чтобы предложить миру свой собственный гоночный автомобиль. Первым был Джем Марш, выступавший в серии Clubman. А вторым оказался уже небезызвестный нам Фрэнк Костин, бывший авиационный инженер, приложивший руку к постройке спортивных болидов для Lotus, Wanwall и Lister. Так, в 1959-м в небольшом городке Долгилоу в Северном Уэльсе была создана компания Marcos Engineering. Название было образовано из первых трех букв фамилии основателей – Джема Марша и Фрэнка Костина. Самым ранним творением, спроектированным Костином, стал вот этот спортивный автомобиль, получивший прозвище «Летающий Сплинтер». История утверждает, что он был построен буквально во флигеле местного отеля Golden Lion Royal. У Джема Марша была также компания Speedex, занимавшаяся доработкой деталей для гоночных двигателей. Вот она и оказалась ответственной за доработку мотора Ford 105i, установленного в самый первый автомобиль. Кстати, он создавался как купе, но для участия в гонках крышу сняли, и на большинстве старых фотографий первое творение компании Marcos запечатлено без нее. Джем Марш лично участвовал на нем в гонках и при этом весьма успешно. Следующей разработкой стал Ксилон. Он был представлен в 60-м и сходу получил прозвище «Гадкий утенок» из-за довольно спорного стеклопластикового кузова купе с дверями типа крыло чайки и утопленными фарами, чем-то смахивающими на Остин Хилли Спрайт. Странный образ дополняло лобовое стекло, состоящее из 4 секций. Отличительной особенностью стало фанерное шасси, разработанное Фрэнком Костином. Имея за плечами большой опыт авиационного моделирования, он осознанно остановил выбор на деревянных материалах, которые действительно использовались при разработке фюзеляжей ряда самолетов того времени. Он был убежден, что при правильном проектировании такое шасси было достаточно прочным и одновременно легким. Также среди плюсов подобного решения он видел отсутствие коррозии, относительную дешевизну сырья, а в случае повреждений все недостатки можно было легко устранить. На выбор предлагалось несколько вариантов 4-цилиндровых двигателей Ford. При этом спортивный болид можно было как купить в готовом виде, так и получить в виде комплекта для самостоятельной сборки. Всего было построено 9 экземпляров. Причем первые болиды появились на свет все в том же Уэльсе, а последующие были произведены в Лутоне, куда перебазировалась компания Marcos. Джем Марш продолжил выступать на Ксилон в многочисленных соревнованиях и показывал достойные результаты. Кстати, интересным фактом оказалось то, что непропорционально высокая крыша появилась неспроста и была продиктована значительным ростом Джема, под которого изначально и строился спортивный болид. А еще на одном из них начинал свою гоночную карьеру молодой Джеки Стюарт. В 1961 году фирму покидает идейный вдохновитель и один из основателей Фрэнк Костин. Место главного конструктора разделили братья Деннис и Питер Адамс. Под их руководством дизайн Ксилон переработали, но сохранили один из главных элементов раннего проекта – двери типа крыло чайки.
Благодаря использованию большого количества стекловолокна в кузовных деталях, переднюю часть выполнили в более традиционном для той эпохи стиле, с фарами, спрятанными за прозрачными колпаками, и цельным лобовым стеклом. Модель получила неофициальное имя Luton, но в прессе она часто встречается под аббревиатурой GT, и помимо версии с кузовом купе был построен даже один Spider. В 1963-м на лондонской выставке гоночных автомобилей представили Fastback GT с удлиненной задней частью, покатой крышей и обычными распашными дверями. Для всех вариаций кузовов линейка двигателей состояла из тех же агрегатов Ford, но их объем расширился до 1,5 литров. Кстати, в 1962-м один из купе с топовым силовым агрегатом принимал участие в Ле-Мане, но до финиша не добрался. За период с 1961 по 1963 годы на свет появилось 39 автомобилей, из которых было 18 фастбэков. В 1963-м с целью расширения объемов производства компания снова переезжает, теперь из Лутона в Брэдфорд. Деннис и Питер Адамс приступают к разработке совершенно нового проекта. При этом Деннис сосредоточился на дизайне кузова, а Питер – на механической части. Готовый предсерийный вариант показали на выставке гоночных автомобилей в 1964 году, и его образ определил узнаваемый стиль автомобилей Маркос на следующие десятилетия. Отличительной особенностью стал низкий силуэт двухместного кузова фастбэк с панорамным лобовым и задним стеклами. Сиденья были расположены максимально близко к задней оси, а длинная передняя часть представляла собой единое целое и в виде капота поднималась вверх, открывая доступ к двигателю. Как на Jaguar E-Type, только угол подъема был больше. Сдвоенные круглые фары скрывались под прозрачными колпаками, а двери открывались с помощью кнопок. Спорткар получился настолько низким, что сиденья пришлось расположить в специальных нишах ниже уровня пола и жестко зафиксировать их в положении полулежа. А педали регулировались под рост водителя. Новинка получила теплый прием и всеобщее признание за стиль и общую концепцию, а также за отделку и работу над деталями. Ей присвоили индекс 1800 по причине установки под капотом двигателя Volvo того же объема. Четырехцилиндровый шведский силовой агрегат был выбран неспроста. Благодаря своей надежности он уже успел хорошо зарекомендовать себя, и к тому же предполагалось, что агрегат прекрасно выдержит многочисленные доработки. Мотор выдавал 108 лошадиных сил и шел в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач Volvo с овердрайвом. И да, в основе шасси по-прежнему использовались материалы из дерева. Уже к началу 1965-го производство моделей 1800 шло полным ходом, причем каждую неделю производилось 2 автомобиля, а в планах предполагалось выпускать до 5 штук. С одной стороны, 2 автомобиля в неделю – это немного, однако Маркос 1800 был автомобилем ручной работы, поэтому в данном случае объемы производства были приемлемы. С 1964 по 1966 годы было собрано примерно 100 единиц. Техническая часть со временем была пересмотрена. Поначалу передняя независимая подвеска была позаимствована у Triumph Herald, а сзади использовалась конструкция типа Daddy-on. Впоследствии переднюю подвеску упростили с помощью стоек Макферсона, а задняя была заменена на рессорную с более простым мостом Ford. Подобная конструкция стала применяться с 1966 года на более доступной модификации 1500 GT. Судя по индексу, можно догадаться, что под капотом разместили мотор объемом 1,5 литра. Им оказался рядный четырехцилиндровый силовой агрегат Ford Kent мощностью 85 сил. Спустя год к ней присоединилась версия 1650 GT с двигателем Lawrence Tune, выдававшим внушительные 120 лошадиных сил. Но выяснилось, что он был весьма ненадежным, и после выпуска 30 автомобилей его быстро заменили на силовой агрегат Ford объемом 1,6 литра, мощностью 100 сил. До 1969-го было произведено 82 единицы моделей 1500 GT и 192 единицы 1600.
В 1969-м на смену топовой версии 1800 пришла модификация 3 литра, своеобразной шестеркой Ford Essex с мощностью 140 сил. В салоне появилась мягкая обивка приборной панели и электрические стеклоподъемники. Таких автомобилей было собрано 119 единиц. В том же году модель получила стальное шасси, что сократило трудозатраты на производство, и в подобном исполнении выпустили еще 196 спорткаров. В то же время место младшей модели 1600 занял двухлитровый вариант с мотором Ford Essex V4 мощностью 102 силы. Благодаря переходу на шасси из стали в 70-м компания смогла наконец официально выйти на американский рынок. Было решено продвигать модификацию GT 3 литра, но оснащенную другой силовой установкой. Ею стала рядная шестерка Volvo от 164 модели мощностью 128 сил и автоматическая коробка передач Borg-Warner Type 35. Внешне их легко было отличить по более высокому дорожному просвету и характерной выпуклости на правой стороне капота, появившейся из-за необходимости разместить под ним крупные карбюраторы. Маркос открыл дилерские центры за океаном, но автомобили продавались очень плохо. К тому же возникли сложности с сертификацией, и пока шли бюрократические разбирательства, таможенная служба конфисковала партию из 27 отгруженных машин. Делая серьезную ставку на заокеанский рынок, компания произвела 172 единицы спорткаров. Спустя несколько лет напряженных попыток хоть как-то зацепиться на нем, Маркос все-таки сдался, потерпев серьезные финансовые убытки. Имея в арсенале еще ряд текущих проблем в Европе, ситуация необратимо подталкивала предприятие к краю пропасти. Ах, да, чтобы окончательно закрыть тему моделей GT, буквально несколько слов вот об этих версиях. В 1971-м для британского рынка было построено 12 экземпляров Маркос с 2,5-литровым рядным шестицилиндровым мотором Triumph мощностью 150 сил. А с 1971 по 1972 годы выпускалась экономичная версия 1600, также на стальном шасси, в которой использовался двигатель и коробка передач Ford. Определить такую версию можно было по отсутствию бамперов. Он оказался одной из самых редких модификаций, выпущено было всего 6 автомобилей. И вот на этом месте мы с вами сделаем остановку и оставим до лучших времен рассказ о дальнейшей истории компании Маркос. В ней столько интересных деталей и фактов, на которые нужно гораздо больше времени, чем формат наших видеороликов. И здесь есть о чем поговорить. Это автомобили на платформе Mini и уникальный спорт-прототип Mantis XP, построенный для Лемана, и одноименный серийный автомобиль с весьма спорной внешностью. Две эпохи Возрождения в 1981 и 2002. Но все это в другой раз. А вот и то, что послужило поводом для сегодняшнего выпуска. Это Маркос 1600 GT 1968 года с номерным знаком BAR64F. Увековеченный в последнем эпизоде культового сериала 60-х годов «Святой». Эпизод под названием «The World Beater» впервые вышел в эфир в феврале 1969-го. За рулем спортивного гран-туризма сидел Роджер Мур, блиставший в сериале в качестве главного героя Саймона Темплера, того самого святого. В начале эпизода он ведет белый Маркос, участвуя в авторалли, а затем попадает в подстроенную аварию. Уже спустя несколько лет карьера Роджера Мура взлетит на Олимп кинематографа, когда он станет вторым по счету агентом британской секретной службы в знаменитой франшизе про Джеймса Бонда. Изначально герой нашего сегодняшнего видео был связан с неким мистером Марстоном. В августе 1967-го он оформил заказ на свой будущий автомобиль в белом цвете Spa White с красным салоном. А в качестве силового агрегата планировалась установка двигателя Ford 1500.
Однако, когда автомобиль пошел в производство, эти моторы больше не устанавливались, и спорткар получил фордовский мотор 1.6, поменяв индекс на 1600 GT. Но по каким-то причинам Марстон решил отказаться от заказа, и уже готовый автомобиль попал в продажу в один из крупнейших дилерских центров Маркос в Лондоне. Его первым владельцем стал известный британский гонщик немецкого происхождения Джон Шпринцель и был впервые зарегистрирован на его имя 19 января 1968 года. Правда, он пробыл у него в собственности совсем немного времени, и меньше чем через год следующим его владельцем стал мистер Джей Пейлс из северного пригорода Лондона, городка Бурхэмвуд. И вот здесь появляются самые интересные факты. Джей Пейлс в то время работал инженером буквально в миле от своего дома на киностудии Elstree Film, где как раз шло производство телесериала «Святой» и в частности серии The World Beater. Вот так его автомобиль оказался на съемках телешоу. После того, как Пейлс продал свой знаменитый Маркос, его история имеет серьезные пробелы. Известно лишь, что очередной владелец решил сменить белый цвет на черный. Последним собственником оказался мистер Уэлби из Доркинга, давний клиент и поклонник Маркос. Причем нашел его известный специалист по марке Рори Макмат из Маркос Heritage. Заново открыв для себя этот исторически важный автомобиль, Рори заключил джентльменское соглашение с хозяином транспортного средства и получил первоочередное право на покупку в случае, если машина окажется в продаже. Так, в 2020-м Рори Макмат вместе со своим другом стали новыми владельцами знаменитого спорткара. И первым делом он отправился в мастерскую Маркос Heritage с целью вернуться в первоначальную заводскую спецификацию, близкой к той, на которой ездил Роджер Мур. Полная реставрация кузова и технической начинки началась в конце 2020 года и завершилась в ноябре 2021. Одним из главных изменений стал двигатель, объем которого был увеличен до 1,7 литра. Кроме всего прочего, заменили головку блока цилиндров, установили иной распредвал, увеличенные тормозные суппорты, вентилируемые передние диски и доработанное сцепление. С одной стороны, эти изменения делают автомобиль менее аутентичным. С другой, подобные решения улучшают производительность и характеристики, позволяя ему чувствовать себя как рыба в воде в современном трафике. Этот редкий Маркос, ставший киногероем, выставляется на продажу 24 июня 2022 года на аукционе Bonhams в Гудвуде. Предположительно, за него планируется выручить сумму в 70-80 тысяч фунтов. 88-100 тысяч долларов. И пару слов о рынке Маркос GT за последние несколько лет. Эти Гран-туризмо встречаются относительно нечасто, но чтобы понять примерную их стоимость, коротко пробежимся по ценам на некоторые модели. 1500 GT был продан за 33 600 долларов на аукционе Bonhams на Amelia Island в марте 2020 года. Модель 3 литра, разработанная для американского рынка, размещенная на онлайн-площадке Bring It Trailer, ушла за 45 750 долларов в марте 2018. Но самые интересные события происходили вот с этой модификацией 1600 GT. Сначала он появился на той же интернет-платформе в виде так называемой амбарной находки и был продан в феврале 2018 за 5000 долларов. Спустя чуть больше 2 лет он снова всплыл на Bring It Trailer, но уже в восстановленном виде, но, к сожалению, не соответствующем заводскому. Однако цена продажи оказалась рекордной для этой модели – 60,5 тысяч долларов. Но через год его опять продали на том же портале, правда за меньшую сумму – 53 тысячи. Сравнивая эти цифры и эстимейт на ближайшем аукционе в Гудвуде, можно с уверенностью предположить, что наш белый отреставрированный 1600 GT, засветившийся в британском телесериале, явно установит рекорд стоимости для подобных модификаций. А на сегодня все. Никогда не болейте. Пока-пока.